Друзья, меня спросили, что будет, если не вести воинский учет. Вот письмо, которое я получила. Что будет, если не вести воинский учет? Мы не ведем его. Подозреваю, что будет какая-то ответственность, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Можно ли как-то избежать ее? Вообще все организации обязаны вести воинский учет призывников и военно обязанных граждан согласно федеральному закону номер 53 1998 года. Также разъяснения даны в методических рекомендациях, утвержденных Генштабом Вооруженных сил в 2017 году. Ссылки я оставлю под видео в описании, там же вы сможете посмотреть номера пунктов и статей. Функции по ведению воинского учета обычно выполняют отдельные сотрудники. Если у вас в организации менее 500 человек работает, то это может быть специалист, который будет совмещать эти обязанности с какими-то другими, например, кадровик, бухгалтер или, может быть, даже секретарь. А если в вашей организации работает более 500 человек, то тогда уже сотрудник должен заниматься исключительно воинским учетом. Что касается нормативов по количеству сотрудников, которые занимаются воинским учетом, я оставлю таблицу внизу под видео в описании, там сможете ее посмотреть. Что нужно делать? Ну, во-первых, при выявлении граждан, обязанных состоять на воинском учете, но не состоящих, нужно в 2-недельный срок направить в военные комиссариаты сведения о таких случаях, также вручать таким гражданам направление в военный комиссариат для постановки на воинский учет. Выявить таких сотрудников можно, например, проверив их документы при трудоустройстве, но специально что-то для этого делать не нужно, конечно. За что могут привлечь к ответственности? Ну, во-первых, к примеру, если вы вовремя не сообщили в военный комиссариат списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, или не оповестили работников о повестке военного комиссариата, либо лишили возможности явки по вызову. Не сообщили в военный комиссариат сведения о принятых на работу или учебу, или уволенных сотрудниках, обязанных состоять, но не числящихся на воинском учете. Вовремя не представили сведения по запросу военного комиссариата. Штрафы там небольшие, от 300 рублей до 5000, но сами понимаете, что на них лучше не нарываться, вообще лучше не иметь конфликтов с властями, потому что в противном случае это может затормозить работу вашей организации или развитие ее. Друзья, поддержите финансовое развитие канала Предприниматель Инфо, тогда здесь будет больше интересных и нужных бизнес-новостей и разъяснений. Канал Предприниматель Инфо.